Всем добрый день! В сегодняшнем ролике комплекс упражнений для укрепления коленного сустава при артрозе. Коленный сустав – это у нас фактически две суставные поверхности, которые погружены в капсульный мешок, либо капсулу. В этой капсуле у нас циркулирует синовиальная жидкость, которая питает, которая при движении, когда вы делаете движение коленным суставом, да, эта синовиальная жидкость, она циркулирует, и тем самым питается суставная поверхность. А именно по этой причине самое неприятное, что вы можете сделать при артрозе, это обездвижить ваш коленный сустав. То есть не делать никаких упражнений, стараться всячески его защищать и ничего не делать. В то время, если мы делаем упражнения, если мы разрабатываем коленный сустав, то благодаря этому синовиальная жидкость, она начинает активно циркулировать в капсуле, тем самым суставные поверхности, они питаются, так как суставные поверхности – это как губка, которая впитывает в себя все питательные вещества синовиальной жидкости, и тем самым мы помогаем предотвратить дальнейшее разрушение сустава. Также следует знать, что коленный сустав следует рассматривать как небольшую часть общего механизма. То есть общий механизм – это наша нога, которая фактически состоит из тазобедренного сустава, коленного сустава и лодыжка, да, вот это голеностопного сустава. Поэтому при артрозе также следует уделять внимание укреплению бедренных мышц, так как если вы будете укреплять бедренные мышцы, они возьмут часть нагрузки при ходьбе, когда вы выполняете какую-то активность. Если ваши бедренные мышцы будут укреплены, будут крепкими, то они возьмут на себя часть нагрузки с коленного сустава. И последний момент, наверное, о котором я упомяну, это то, что при артрозе коленного сустава следует выбирать упражнения без участия нашего тела, либо с минимальным его участием. То есть это должны быть упражнения лежа, полусидя, сидя, но не стоя. Итак, первое упражнение на сгибание коленного сустава. В положении сидя вы можете выполнять упражнения на кровати, либо на полу, как вам удобнее. Я буду использовать вот такое большое банное полотенце. При помощи него мы начинаем сгибать наш коленный сустав до болевых ощущений. Как только вы ощущаете, что у вас появляется боль, мы останавливаемся и выполняем несколько вот таких повторений. То есть, да, мы разрабатываем коленный сустав. Также в этом упражнении, если вы, допустим, чувствуете, что в какой-то момент ваше колено блокируется, вы не можете дальше продвинуть его, я предлагаю вам немножко сделать вот такое изометрическое сокращение ногой, то есть немножко поддавить на полотенце в противоположном направлении в течение 3-4 секунд, и вы увидите, что потом вы в состоянии согнуть колено немножко дальше. Да, то есть опять разгибаем, сгибаем, делаем несколько повторений, делаем небольшой упор в полотенце, у вас сокращается четырехглавая мышца бедра, и снова сгибаем и разгибаем коленный сустав. Второе упражнение для надколенника, так как многие забывают, что в коленном суставе участвуют 3 кости. Это большеберцовая кость, бедренная кость и надколенник, о котором многие забывают. Так вот, при артрозе также важно помнить о том, что надколенник также может затвердеть в каком-то положении, и его нужно немножко разрабатывать. Для этого упражнения мы подкладываем полотенце под ногу, потому что нога должна находиться в полусогнутом, расслабленном состоянии. Да, вот хорошо видно мою чашечку. 4 направления надколенника – это справа налево. Видите, как хорошо движется. Справа налево и сверху вниз. Вот, совершаем такие небольшие движения.
Как правило, если вы сделаете несколько раз, несколько таких движений, то вы почувствуете, в каком направлении у вас наблюдается затвердение. Иногда, когда мы делаем, мы даже так чувствуем, как будто так немного что-то тянется, так не очень приятно. Это как раз затвердение коленной чашечки. Вот такие движения я вам предлагаю сделать 10 раз в каждом направлении. Следующие два упражнения. Упражнение на укрепление бедренных мышц, для того, чтобы бедренные мышцы не брали на себя часть нагрузки с коленного сустава. Подъем прямой ноги. Да, мы поднимаем, держим 5 минут, 5 секунд и опускаем. Поднимаем, держим 5 секунд и опускаем. И второе упражнение, упражнение для мышц, которые совершают внутренний разворот бедра. Именно эти мышцы, это средние ягодичные мышцы, они берут на себя основную нагрузку при ходьбе. Лежа на боку, колени согнуты, совершаем вот такой разворот, держим 5 секунд и возвращаемся. Должны почувствовать напряжение вот в этой части. Также, когда вам станет просто выполнять эти упражнения, то есть упражнения с прямой ногой и упражнения внешний разворот, я предлагаю вам добавить небольшое утяжеление в виде эластичной ленты вокруг бедер. Тогда эти упражнения будут немножко сложнее. И следующее упражнение – это упражнение на укрепление четырехглавой мышцы бедра. Четырехглавая мышца бедра – это наша основная мышца, которая совершает разгибательное движение коленного сустава. То есть это мышца, относящаяся к основным мышцам коленного сустава. Вот в таком положении, валик под коленом. Данное упражнение я сделаю сразу с утяжеляющим мешочком. Вы можете делать либо без мешочка, либо с мешочком, как вы хотите. Вот в таком положении мы начинаем поднимать ногу, держим 5 секунд. Видите, у нас сокращается прямая мышца бедра. И опускаем. То есть в чем прелесть данного упражнения? Оно мне очень нравится, так как в этом упражнении у вас не участвует вес вашего тела, то есть вы не создаете дополнительную нагрузку на коленный сустав, дополнительно его не разрушаете, но при этом вы укрепляете свою основную мышцу, мышцу коленного сустава. Данное упражнение я предлагаю вам делать один раз в день. Этот комплекс рассчитан на 20-30 минут. Согласитесь, что 20 минут в день для своего здоровья это не так уж и много. Я желаю вам здоровья, я желаю вам прекрасного настроения. Всем до следующих видео. Всем пока.